Привет всем, кто заглянул на мой канал «Шкатулка украшений Уральской кудесницы». Это вторая часть ролика, в котором я показываю, как сделать подвес в авто, либо брелок для ключей, либо подвес для сумки или брошь с кабошоном матрешка. Итак, в первой части мы с вами проделали вот такую работу. Маркер у меня высох, фетр стал однородный, немножко маркер расползся за границы шаблона, но ничего страшного, мне так и надо. Сегодня мы будем работать со стразовыми цепочками. Стразовых цепочки у меня две. Одна вот такая меланж, здесь стразы от темно-синего цвета до прозрачных с об покрытием. Есть голубые, темные, светлые. И вторая у меня цепочка стразовая с прозрачными стразами. Кстати, можно работать одной стразовой цепочкой. Итак, сейчас мы будем ее пришивать, но сначала уберем коврик для бисера, чтобы его не повредить, так как будем работать с клеем. Пришиваем стразовую цепочку. Я сначала возьму стразовую цепочку, вот такую с прозрачными стразами, и буду ее пришивать по контуру головы. Но стразовая цепочка у меня будет немножко свисать, поэтому надо сначала определиться, сколько звеньев стразовой цепочки будет свисать. Я вот для себя на глаз смотрю, что мне нравится вот такая длина стразовой цепочки. Можно, кстати, сделать чуть подлиннее. Вот так. И получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 страз у меня будут в свободном, как сказать, падении. Они будут свисать. Соответственно, вот с этой стразинки я начну ее пришивать. Откладываю сбоку, чтобы ее не потерять. Затем беру обычный клей-кристалл. Выдавливаю его на картонку. Затем в помощь беру зубочистку, самую обычную. Наношу капельку клея. Мне самое главное зафиксировать вот этот первый страз. С этой стороны кабошона. Ну и немножечко пройдусь вверх. Чуть-чуть. Советую сначала стразовую цепочку приклеить, а потом ее пришить. Это для тех, кто не может сразу красиво, аккуратно пришить стразовую цепочку. Да, в принципе, все мастера этим пользуются. Итак, опять отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, вот примерно на таком расстоянии. Пока клей не подсох, можно еще раз проверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, 10-й страз у меня приклеен. И вот так вот по кругу прикладываю эту стразовую цепочку. Чуть-чуть помогаю себе клеем, чтобы удобнее было потом это все пришить. Можно наносить клей точечно, можно вот такими полосочками. Иголочка, в принципе, все возьмет. Поправляю стразовую цепочку, чтобы она не перевернулась. Вот так это все выглядит. Все прижимаю хорошо. И обрезаю лишний конец вот этой длинной стразовой цепочки. Работаю инструментом таким, которым я не пользуюсь при пошиве одежды, при обрезании нити, потому что стразовая цепочка — это металл, у вас быстро все затупится, поэтому найдите для себя определенный инструмент, который вам не жалко. Все, лишняя у меня цепочка убрана. Здесь мне надо подождать, когда эта цепочка у меня прихватится, и затем я ее буду пришивать через каждое звено. Все это еще раз закрепится. Затем я возьму следующую стразовую цепочку и буду ее пришивать по короне, по внутреннему краю. Ориентироваться на канитель, чтобы конец стразовой цепочки, вернее край стразовой цепочки плотно лежал в канители. Также пришью вот таким образом и тоже сделаю низ цепочки в свободном падении. Определю то количество звеньев, которые мне нужно, чтобы свисало вниз. Срежу стразовую цепочку, приклею и затем буду пришивать с одной стороны
И вот таким образом я прикладываю с другой стороны. Здесь я цепочку не перегибаю. Здесь у меня два конца цепочки. Красиво сделать угол у вас не получится. Поэтому вот такие острые углы должны заполняться двумя отрезками стразовой цепочки. Итак, сейчас я приклею, так же как и среднюю, и затем буду пришивать. Итак, стразовые цепочки у меня приклеились, прихватились, лежат так, как мне нужно. Края у меня у внешней свисают, у внутренней свисает. Затем беру нить для бисера, бисерную иголочку. И вот так через каждое звено я пришиваю стразовую цепочку. Ни одно звено не пропускаю. Пока клей полностью не схватился, иголочка проходит спокойно. Но стразовая цепочка у нас уже зафиксирована. Рекомендую сначала стразовую цепочку немножко прихватить клеем, а потом ее пришивать. Так работать намного проще. И вот таким образом я сейчас пришью к фетру стразовую цепочку в голубых оттенках и стразовую цепочку со светлыми стразами, с прозрачными, через каждое звено. Здесь нет ничего сложного. Сейчас пришью, вернусь к вам и покажу, что будем делать дальше. Итак, стразовые цепочки у меня полностью пришиты, все зафиксировано. Теперь я буду расшивать корону. Как я расшиваю корону? Я сначала пришиваю крупные элементы, основные, на которых идет акцент в работе, а затем уже заполняю все мелкими элементами. Я решила для себя, что основные элементы у меня будут вот такие сердечки в бирюзовых оттенках. Хочу их пришить вот в это место. Вот таким образом, ну, чтобы они были немножко похожи на бантик. Есть у меня вот такой красивый страз. Он полностью перекликается со стразовой цепочкой. Посмотрите, я его пришью вот в это место. Пока я определилась только на этих трех крупных элементах. Конечно, у меня будут еще крупные элементы вот здесь внизу. Это для того, чтобы сделать цепочки. Но сейчас я пока займусь вот этими элементами. Чтобы их пришить ровно и красиво, тоже можно воспользоваться клеем. Я опять возьму клей. Немножко зафиксирую стразы и затем их уже пришью. Клей я нанесу сразу на фетр. Вот в это место, где должны будут пришиты стразы. Пока клей полностью не высох, не подсох, иголочка будет проходить свободно. Теперь мне надо на это место посадить стразы. Так, как хотела бы я их видеть в своей вышивке. Немножко они у меня похожи на бантик, но мне нравится. У меня здесь есть ось, центр работы. Я ориентируюсь на этот центр. Все, немножечко сейчас подожду. И пришью их. И таким же образом поступлю вот с этим стразом, который в форме цветочка. Я его немножечко прихвачу клеем. Пинцет у меня запачкался, к нему все прилипает. Сейчас почищу. И потом пришью. Вот такой основной главный акцент будет в моем подвесе. Пришиваю, возвращаюсь к вам. Итак, основные элементы, крупные, главные, я пришила на корону. Стразы в форме сердечек, стразы в форме цветочков, шатоны, небольшой бисер золотого цвета. Здесь у меня беконусы. Все, с этим я закончила. Теперь весь вот этот фетр я буду забивать бисером в тон моей работы. Это у меня будут голубые, бирюзовые тона. Нитью я буду уже работать прозрачной. Это мононить, а для того, чтобы ее не было видно в работе. Так как я буду забивать весь фетр в хаотичном порядке, пришивая бисер. Бисер может лечь отверстием вверх, и тогда будет видна нить. Вот так, чтобы это не допустить, я буду работать мононитью. А сейчас хочу вам рассказать об одной огромной ошибке, которую я, в принципе, допустила специально. Так как этот мастер-класс, и я вам говорила, что это будет подвес, а подвес двухсторонний. Вторая сторона подвеса у меня вышивается за кадром. В зеленых оттенках вот так она выглядит. Вообще, если идет работа двухсторонняя и две лицевых стороны, такая работа вышивается сразу на одних пяльцах, чтобы контролировать ее размер. В итоге, что у меня получилось? Что эта работа, девочка, полностью с короной на 1 мм больше, чем вот эта девочка. Исправляется все легко и просто. Не паникуем. Я беру отрезок канители, который имеет размер 1 мм, и просто пришиваю дополнительно еще один отрезок вот здесь
под подбородком девочки. Тем самым я выровняю работу по высоту. Но еще раз говорю, такие работы вышиваются на одних пяльцах, чтобы сразу контролировать размер работы. Сейчас я вам продемонстрирую. Есть у меня две заготовки, которые я вышивала на одних пяльцах. Сразу контролировала ширину, высоту работы, и они у меня практически одного размера. Но не забываем, что это ручная работа, это не штамповка, и есть небольшие огрехи. В том и прелесть ручной работы. Почему у меня здесь в голубой девочке добавлен зеленый цвет? Потому что это двухсторонняя работа, вторая сторона зеленого цвета. И чтобы работа смотрелась гармонично, я должна была немножко их миксовать. Поэтому в девочку зеленого цвета, посмотрите, я добавила биконусы и шатоны бирюзового цвета. А в девочку из голубого цвета я добавила шатоны и биконусы зеленого цвета, чтобы это был комплект. Итак, эту работу, эту половинку я уже начала забивать бисером зеленого цвета. Вот здесь видите вы его в двух размерах. Бисер 11, бисер 15 размера. Все пустоты. Что хочу сказать. Если в вашу пустоту, в этот маленький кусочек фетра не входит бусинка, бисеринка 11 или 15 размера, не надо ее туда впихивать. Не надо туда впихивать то, что не входит. Если вы ее все-таки туда впихнете, ваша работа вот так выгнется. Это не есть красиво. Мы с вами недаром тонировали фетр в тот оттенок, который нужен. Если где-то, вот посмотрите, здесь у меня, видите, проглядывает фетр. Вот здесь у меня проглядывает фетр. Он виден, но он затонирован в те оттенки работы, в которых идет основная вышивка. И поверьте, это будет смотреться намного аккуратнее. Он совершенно пропадает на фоне страз. Поэтому не надо впихивать невпихуемое. От этого ваша работа выгнется. Итак, я сейчас продолжу работу, полностью заполню весь фетр бисером, который туда войдет, который есть возможность пришить, не будет такой возможности, оставлю фетр. И вернусь к вам. Единственное, что хочу сказать, бисер я буду пришивать только вот до этих шатонов. Здесь вот такие кусочки фетра я оставлю не зашитыми. Посмотрите, здесь у меня, видите, кусочек фетра, и здесь кусочек фетра. Сюда мы будем с вами пришивать еще одни подвесы. Все, вторая часть ролика кончается. И встретимся с вами в третьей части ролика, где мы будем полностью уже доделывать этот подвес.